Здравия. Сегодня заключительный ролик, по сути. На месяц запас еды большой для человекоподобной биоединицы. Этот рацион подойдет как для ребенка, так и для пенсионера. Вряд ли среднестатистическое млекопитающее все это осилит за месяц. Будут оставаться запасы. Яблоки для сока с морковью, полезный витаминный сок для глаз. Тыква натуральное слабительное для страдающих запорами. Сок сделайте. В целом полезная штука с кучей витаминов и присутствует на прилавке круглый год. Можно варить и жарить с картошкой и прочими продуктами. Яйца бобра. Первая категория дешевле и не сильно мельче. Кстати, раньше только циноль ели. Но опять слава кучерявому режиму. Мы все должны быть нищими, чтобы обеспечивать им рабочую силу в шахтах, пока они на яхтах катаются. Хлеб, само собой, всему голова, хоть и на дрожжах сегодня весь. По ящику говорят, что это писец-геноцид, придуманный лично Гитлером. Чай с лимоном. Лимон дает много витамина С и прочих для иммунитета. Сметана и творог для пенсионеров. Кальций и все такое. Не забудьте кунжутом посыпать. Зомбации с телевизоров и интернетов, что молочка вредна. Но тут опять же, ешьте то, что усваивается. Перестаньте слушать даунов. Тем более, что по голубому ТВ идут постоянно передачи о том, что требуется продавать и чего много на складах. У кого память не как у золотой рыбки, может подметить, что у них передачи то о вреде, то о внезапной пользе. Идет безостановочный прогрев ГОев. Масло для бутеров и каш, жиры для мозга. И это финал. Белки, жиры, углеводы, комплекс предоставлен. Не хватает только зелени. И она весьма дорогая, особенно зимой. Можно лук репчатый выращивать, он и в воде растет, и в земле. Тоже можно с петрушкой провернуть и так далее, купив семена. Те же зеленые огурцы вроде ничего, а помидоры уже просто резиновые в магазинах. Вот раньше купишь кило яблок, принесешь домой, и они пахнут на всю квартиру. Так и со всем остальным. А сегодня заменители еды на прилавках. Ничем не пахнущая резина. Геноцид через еду. Многие бабульки в магазинах Олигополя X5 Group рассказывают, что уже давно забыли о сливочном масле и живут только на растительном. Но жиры полезны для мозга. Возможно, следовало больше их есть, чтобы не допустить текущей ситуации. Да, давайте отмахивайтесь, что не поднасрали следующим поколениям. Можно еще сильнее сместить питание в сторону бобовых и орехов и вообще отказаться от мяса и молочных, но это дороже. Мне последние лета уже даже курятина слабо заходит. Ем пару раз в месяц за компанию. То есть денежный рацион реально ужать еще раза в 2 и более. Особенно если брать совсем дешевые товары. И от части списка можно отказаться. Гондонам из правительства эти ролики только не показывайте. У них зарплаты миллионные и нет понимания, как живет быдло. В смысле мы с вами. В переводе скот, ведомый на убой. А их слуги точно краят бабло, закупают для них товары в магазинах для элиты и ресторанах, из-за которых их раздувает как шарики. Если татупеды узнают, что народ выживает даже в этих условиях, то точно станет еще хуже. Задерут цены своими налогами на воздух типа НДСа, курсом рубля и так далее, что происходит согласно приходящим указаниям из МВФ. За год до прошедших выборов Плешивого приходил документ, что следует поднять пенсионный возраст и НДС до 22%. Подняли до 20%, но сегодня ящик объясняет, почему до 22% поднимут. Живите с этим. Ведь всегда недостаточный уровень геноцида. И это так без остановки все 30 лет оккупации СССР и немного ранее. Если правильно помню, у Брежнева специальность была управление оккупированными территориями. А сегодняшнее стадо не способно понять, что происходит уже более 30 лет. Законы почитать слабо. Тупите дальше. Следующий ролик сделаю на тему того, как выжить, если ты бомж-студент, на дотации от режима, или когда совсем жопа по жизни. Всем добра, здоровья, процветания и денег.